Здравствуйте, дорогие друзья, любители текстиля. Сегодня по вашим многочисленным просьбам я расскажу о целой группе огне- и термостойких волокон. Эти волокна относятся к группе малотоннажных волокон, то есть те, которые выпускаются в относительно небольших объемах по сравнению с полиэфирным или капронным волокном, но обладают исключительно высокими механическими свойствами, термическими свойствами, химическими свойствами и так далее, и с какими-то специфическими характеристиками. Производство этих волокон намного дороже, чем обычных волокон, энергопотребление может быть больше, но их выпуск целесообразен даже путем усложнения технологии, так как они обладают высокой технической и социальной эффективностью, которая перекрывает вот эти вот недостатки и дороговизну, повышенные затраты на их производство. Такие волокна и нити, и ткани из них используются для профессиональной защиты, защиты окружающей среды, для различных сфер применения в технике и технологии, для изготовления средств спасения и многого-многого-многого другого. Получают такие волокна методом химической, физической или структурной модификации волокон, как правило, путем введения в состав полимера антиперенов или замедлителей горения. Текстильные изделия, которые используются для защиты от высоких температур и пламени, можно условно разделить на три группы. Первая группа – это волокна и нити, произведенные из специальных огнетермостойких текстильных волокон. Ко второй группе мы отнесем волокна, покрытые или пропитанные веществами, препятствующими горению, так называемые антиперены. Про них мы тоже поговорим с вами когда-нибудь отдельно. Есть еще третья группа, это волокна, имеющие специальные физические свойства или структуру, например, материалы с фазовым переходом, тоже очень интересный вид материалов. Мы сегодня говорим о первой группе, это огнетермостойкие волокна, то есть в самой структуре волокна заложены их свойства огне- и термостойкости. Это волокна, которые не поддерживают горение и сохраняют прочность на допустимом уровне при нагреве и выдерживании в определенном диапазоне времени при заданной температуре. Используются для одежды пожарных, военных, нетканые материалы используются для фильтрации горючих газов, противопожарной отделки помещений, различных утеплителей, армирования конструкций, композитов и многого-многого другого. Есть основные свойства, которые должны быть присущи огнетермостойким волокнам. Что это за такие термические свойства? Основных свойств два. Это термостойкость и кислородный индекс. Термостойкость – один из важнейших показателей. Это уровень сохранения функциональных свойств материала при длительном воздействии температуры. Обычно оценивается уровень сохранения прочности или разрывной нагрузки. Прочность оценивается до проведения испытаний и после проведения испытаний. Во время испытания материал выдерживает при заданной температуре, обычно 250, 300 или 350 градусов, и продолжительность более 100 часов. А затем еще раз измеряют разрывную нагрузку и смотрят, сколько процентов материал потерял прочности. Обычно уровень сохранения прочности должен быть не менее 50-60% от первоначального. Существует и множество других показателей для определения теплофизических свойств. У некоторых волокон температура эксплуатации достигает 220-250 градусов, а у некоторых даже и выше 300 и 350 градусов Цельсия. Кроме того, есть еще показатели горения, такие как стойкость к открытому пламени. Это температура воспламенения, кислородный индекс, тепловой эффект от горения, скорость горения, дымообразование, токсичность выделяемых веществ и другие. К трудногорючим волокнам относятся волокна, не горящие на воздухе. Но, как вы понимаете, почти все волокна горят в зависимости от содержания кислорода. При более высоком содержании кислорода начинается процесс горения. Что такое кислородный индекс? Это показатель, который соответствует максимальному содержанию кислорода в процентах в окружающей среде в смеси с азотом, при котором еще невозможно стабильное горение. В обычной газовоздушной смеси, которой мы дышим с вами, содержится примерно 21% кислорода. То есть, если я говорю о волокна кислородный индекс 28,
Это значит, что при содержании кислорода в смеси 27% материал не загорится, 28% не загорится. А вот уже если содержание кислорода 28,2%, это волокно загорится. Соответственно, чем выше это значение, тем менее горючим является волокно. Надеюсь, это понятно. Вот так вот выглядит установка для испытания в лабораториях на кислородный индекс. Посмотрите, это кислородный индекс обычных волокон, который мы применяем и пользуемся каждый день. И самый высокий кислородный индекс у шерстяного волокна до 25%. Почему изделия из шерсти раньше использовали для людей, которые работают в горячих помещениях, до того, как изобрели огнетермостойкие волокна. У всех остальных натуральных волокон он очень низкий. Итак, термостойкие волокна делятся на три группы. Первое – модифицированные огнезащищенные волокна, теплостойкие и огнестойкие неорганические волокна и термостойкие и трудногорючие органические волокна. Рассмотрим кратко каждую из этих групп. Первое – это модифицированные огнезащищенные волокна. То есть в структуру волокна добавлен какой-то элемент, который заставляет их меньше гореть. То есть происходит их химическая модификация. Примером такого волокна является вискоза FR фирмы Ленцик, австрийская фирма. FR обозначает Fire Resistance, огнестойкое. Это вещество, которое добавляется, оно уже не удаляется в процессе стирки, отделки и дальнейшей эксплуатации. То есть на весь срок эксплуатации изделие будет обладать огнетермостойкими свойствами. Изделия из такой вискозы FR применяются для отделки помещений, специальной защитной одежды спасателей, военных, полицейских, сварщиков, работников газо- и нефтенаполнительных станций, автогонщиков, обеспечивают и защиту от ожогов, теплового стресса, теплового удара и других тепловых воздействий. А также это изделие будут обладать высокой комфортностью и хорошим внешним видом, поскольку вискоза это достаточно равномерно и хорошее волокно, используется для обычного одежного текстиля. Но там, где нам нужно получить очень высокие показатели огнетермостойкости, эти волокна не применяются. Или они должны смешиваться с другими волокнами. А другая группа – это огнестойкие неорганические волокна, которые использовались до того, как изобрели огнетермостойкие волокна. Ведь температура длительной эксплуатации у органических волокон всего лишь 200-350 градусов. Иногда необходимы такие условия, где-то температура эксплуатации намного выше. Вот там и используют неорганические огнетермостойкие волокна. К ним относятся керамические, к ним относятся стеклянные, базальтовые, углеродные, стальные и асбестовые волокна. Это все неорганические химические волокна. Например, у керамических волокон, вот я держу ткань из керамическая ткань, температура длительной эксплуатации аж 1500 градусов Цельсия. Представляете, какую огромную температуру выдерживает эта ткань. У нее высокое электрическое сопротивление, высокая химическая стойкость к кислотным средам и нейтральным, низкая теплоемкость, низкая теплопроводность. Используются они как теплоизоляция и армирование различных нагревающихся поверхностей. Стеклонити используют для композитов, из них делают нетканные материалы, отделочные материалы для утепления и огнезащиты. Делают стеклонити для получения ткани, опять же, для армирования различных конструкций или для защиты от огня открытого. Базальтовые волокна обладают очень высокой термостойкостью. Вот у меня есть и нить из базальтовой ткани, высокой пористостью, химической стойкостью, также используются для теплоизоляции, огнезащиты и звукоизоляции в виде нетканых материалов. Углеродные волокна характеризуются очень низкой плотностью, низким коэффициентом температурного расширения, химической инертностью, применяются в основном для армирования и наполнения различных композитов. Ткань из углеродного волокна. Кроме того, к неорганике относятся и стальные волокна. Например, волокно Бикинокс бельгийской фирмы Беккерт обладает огнетермостойкими свойствами, низким электрическим сопротивлением,
Применяется для отвода статического электричества и также используется в одежде с подогревом. Смотрите, вот так выглядит стальное волокно, магнит. Оп, пожалуйста. А ручки-то они, вот они. Это неорганическое стальное волокно. До того, как изобрели огнестойкие волокна, если нужна была очень высокая огнестойкость, использовали асбест. Это тоже натуральное, вот добывают в природе асбестовое волокно. Оно является минералом и без изменений в структуре выдерживает температуру до 550 градусов. При дальнейшем разлагается на порошок и воду. Использовали для армирования нагревающихся деталей. После было выяснено Всемирной отделом здравоохранения, что асбест является очень большим канцерогеном, вредным для здоровья человека. И люди, которые долго работают с асбестовыми материалами, очень высокая степень заболевания раком в различных его разновидностях. Наиболее крупная группа огнестойких волокон, представленная на сегодняшний день на мировом рынке, это огнетермостойкие органические волокна. Они имеют химическую структуру, которая физически и химически мало изменяется при кратковременном воздействии температур 200 и даже 300 градусов и могут очень долго эксплуатироваться при температуре 150 градусов Цельсия. Таких волокон разновидностей достаточно много. Это арамидные волокна, наиболее известные, наиболее многотоннажные из малотоннажных. Сополимеры полиамида, полиамид-имидные волокна, полибензональные волокна, термореактивные, полиоксидиазольные и окисленные. Это только группы огнетермостойких органических волокон. Вообще термин арамид – это сокращенное от ароматический полиамид, а история их создания началась в 60-е годы еще прошлого века, когда первое волокно было изобретено в США и называлось оно Nomex. 62-65 годы. Использовалось уже для одежды термостойкой. Затем в 64-65 году Стефани Кволик изобретает волокно кевлар. Я про это делал отдельную передачу. 69-71 годы в СССР начинается синтез гетероциклического пара арамида и способ получения волокон из него. 72-75 начинается производство уже масштабное изделий из волокна кевлар. В 1974 году получается параметосополиамид в Японии. В 1979-1985 в СССР начинает выпускаться нити СВМ. В 1982-1986 появляется волокно Тварон, параарамидное в Нидерландах. И в 1982-1987 начато производство ароматического волокна Технора в Японии. Позже к этой гонке подключилась и Корейская, и Китайская республики, которые тоже начали выпускать свои пара- и метаарамидные волокна. На сегодняшний день в России и в Беларуси тоже, кстати, освоены технологии получения огнетермостойких волокон. В России параарамидные волокна выпускаются под маркой Руслан, Артек и Аутекс на АО «Каменское волокно» в Ростовской области в промышленных масштабах. Итак, буквально кратенько по пару слов о некоторых волокнах. Арамидные волокна делятся на параарамидные, метаарамидные. Обладают очень высокими разрывными характеристиками. Это те волокна, которые обладают и огнестойкостью, и термостойкостью, и высочайшими механическими характеристиками. Другие волокна могут обладать только огнестойкостью, или только термостойкостью, или только высокой механикой. У этих волокон весь комплекс свойств. Низкая плотность, способность выдерживать высокие температуры, агрессивные среды. Представьте, композиты из арамидного волокна примерно на 20% легче, чем композиты из углерода. В 2 раза легче алюминия, в 3 или 4 раза легче титана и в 6 раз легче стали. Арамидные волокна в среднем в 5 раз прочнее стали, не имеют определенной температуры плавления и эффективно функционируют при очень высоких температурах. Кроме того, обладают диэлектрическими свойствами. Как я вам сказал, существует две группы – параарамиды и метаарамиды. Здесь на слайде вы видите их химическую формулу. Отличие этих двух групп волокон всего лишь в том, что амидные группы по отношению к бензольному кольцу располагаются в разном положении. Или
в метаположении, как у метаарамидных, либо в параположении, как у параарамидных волокон. И именно это положение их по отношению к бензольному кольцу, здесь или здесь, и определяет разные свойства этих волокон. Параарамидные волокна обладают высочайшими термическими свойствами благодаря высокой энергии диссоциации связи СС и СН, которые приводят к температурам разложения, превышающим 500 градусов. Из-за водородных связей и высокой жесткости цепи, обусловленной ароматическим характером основной цепи полимера, температура стеклования до 275 градусов для метаарамидов и 295 для параарамидов. Кислородный индекс у параарамидных волокон до 40, у метаарамидных до 32. И очень высокие механические показатели. Предел прочности у параарамидных до 6000 мегапаскаль. Модуль упругости до 180 гигапаскаль, что в 6-8 раз больше, чем метаарамидов. Параарамидные волокна обладают высокой прочностью. Метаарамидные волокна не обладают высокой прочностью. Но огне- и термостойкостью обладают и те, и другие. На рынке представлены больше всего волокна следующих брендов. Это Kevlar фирмы DuPont США. Второе место Twaron фирмы Teijin Нидерланды. Топоран фирмы Yantai Китай. Alkex Хейсанг корейское волокно. Херакрон фирмы Колон тоже Корея. Также представлено волокно Руслан Каменск волокно. Ну и некоторые другие бренды и турецкие, китайские, корейские, которые выпускаются в значительно меньших объемах. В России параарамиды выпускаются также на ОАО НПП «Термотекс», а огнестойкие полиимидные волокна в городе Мытищи на ОАО «Лерсот». 3 группы в России выпускается огнетермостойких волокон. Здесь на слайде увидите таблицу с сравнением стран, которые выпускают, страны и марки, и бренды, которые выпускают огнетермостойкие волокна. Как видите, больше всего выпускает фирм из Китая и Южной Кореи, по одной фирме США, Япония, Франция, Нидерланды. Больше всего в мире выпускается параарамидного волокна Kevlar. Первое место занимает кевларовое волокно, я держу в руках, из которого можно сделать кевларовую пряжу. Обладает высоким модулем упругости, огромной разрывной нагрузкой, почему из него бронежилеты делают, до 260 сантиметров на текс, и кислородным индексом до 30. Второе место. Волокно Twaron, Нидерланды. Обладает схожим комплексом свойств. Пожалуйста, вот она, ткань из Тварона, волокно из Тварона. Разрывная нагрузка тоже очень высокая, до 250 сантиметров на текс. Кислородный индекс до 29. Температура эксплуатации до 180, разложение 500 градусов. Также, кстати, из-за хороших демпфирующих свойств волокно Twaron используется в акустических системах для барабанов и ударных инструментов. Первые российские арамидные волокна назывались СВМ и были получены в конце 60-х годов во Всесоюзном научно-исследовательском институте полимерных волокон в НИИ ПВ. После чего произошло развитие, производство этих волокон, модификация, улучшение их характеристик, и стали открываться опытные и серийные производства. На сегодняшний день Каменск волокно выпускает параарамидные нити Руслан различных модификаций. Вот здесь у меня ткань из этого волокна. Также выпускаются нити Артек и Алтекс, как я вам сказал. Очень высокие разрывные характеристики, высокие термические огнестойкость, разрывная нагрузка до 260 сантиметров на текс. Температура разложения свыше 500 градусов Цельсия, кислородный индекс не менее 30. Причем по ряду показателей российские волокна Артек и Руслан превосходят зарубежные аналоги. ОАО «Лерсот», еще один производитель российский, зарегистрировано было в 1992 году и в 2005 году разработал арамидное волокно «Орлана» и материалы на его основе, которые тоже выдерживают и открытое пламя, и высокие температуры, и может заменять и Nomex, и Kevlar в соответствующих изделиях.
Здесь мы видим свойства различных арамидных волокон разных марок. Как мы видим, у них всех примерно одинаковая плотность. Наиболее высокая разрывная нагрузка у волокон Руслан, Русар, также у Кевлара и у Тварона, Армоса. Это наиболее прочные из волокон. Но температура разложения, посмотрите, у всех в пределах 500 градусов. Что же будет являться основой для конкуренции этих волокон на рынке? Конечно же, цена. Цена будет превалирующим фактором, поскольку свойства, видите, у них плюс-минус примерно одинаковые. Но за счет того, что китайские и корейские волокна дешевле немного, конечно, они на рынке будут выигрывать. На этом мы с вами сейчас закончим, но ровно через неделю мы продолжим эту передачу, и я вам скажу о современном рынке огнетермостойких волокон и о других видах огнетермостойких волокон. До новых встреч!